Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такие вот красивые, яркие следки. Вяжутся они легко, но выглядят очень красиво. У следков идет цельно вязаная подошва, шов только идет по пяточке один. Рисунок очень красивый, двухцветный, с вытянутыми петлями. Вяжется он совсем легко. Главное разобраться в принципе вязания этих следков. В данном мастер-классе вы можете связать на любой размер взрослых следков. Следки я вязала из пряжи Alize Lana Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Вы можете вязать из любой своей пряжи, а ориентироваться на количество сантиметров. Вязала спицами 3,5 миллиметра. Наш следок состоит из вот такой вот заготовочки. Давайте разберемся с принципом вязания данных следков. В самом начале я набираю на резиночку 47 петель. Данное количество петель я, конечно же, подбирала под узор, но это количество петель подойдет для любых взрослых следков. Смотрите, резиночка является эластичным и подойдет на любой размер взрослых следков. Далее я вязала резиночкой 15 рядов. Если в сантиметрах, резиночка моя получается 5,5 сантиметров. Дальше я вязала вот эту вот часть следков. Она вяжется также одинаковая во всех размерах. Размер регулируется вот этим вот мыском. Данные следки я вязала на размер ножки 38. Далее нам надо вывязать мысок. Данным мыском можно регулировать размер ножки. Количество платочных дорожек, которые мы вяжем по мыску, равно количеству петель, которые мы будем поднимать после вывязывания мыска. Если нам надо следок побольше, тогда мы на несколько платочных дорожек вяжем мысок наш подлиннее. В итоге получится больше петель, набранных по контуру нашей заготовки. Если вам надо следок на меньший размер, тогда платочных дорожек в мыске вяжем поменьше. В самом конце я сделала в мыске убавление, чтобы носик наш был поуже и смотрелся более элегантно. Далее нам надо будет вывязать подошву. В подошве также мы будем в самом конце делать убавление, чтобы наша пяточка также имела красивую форму. И сшиваем наш следок. Если вам понравилась данная модель следков, берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. На спице номер 3,5 мм я наберу 47 петель обычным способом набора с помощью длинного хвоста. Набираю на 2 спицы, чтобы край наш был более эластичен. После того, как мы все петли набрали, будем вязать резиночку 1 на 1. Первая кромочная петля снимается, не провязывая на протяжении всего вязания. И далее вяжем 1 лицевая петля, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И так мы вяжем до конца ряда. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет вязаться изнаночной петлей. Первый ряд мы с вами вяжем по изнаночной стороне. Довязываем ряд до конца самостоятельно. Переворачиваем вязание на лицевую сторону и приступаем ко второму ряду. Второй ряд мы с вами вяжем по рисунку. Как петли наши расположены, так мы и вяжем. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. Далее у нас идет 1 изнаночная, 1 лицевая. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. И так мы вяжем до конца ряда. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет вязаться изнаночной петлей. Таким же образом мы с вами довязываем второй ряд, и нам еще надо резиночкой 1 на 1 провязать 13 рядов. В итоге у нас получится 15 рядов. Можете ориентироваться не на количество провязанных рядов, так как плотность у всех разная. Примерно нам надо связать резиночку 5 сантиметров. Я связала мою резиночку. И смотрите, если в сантиметрах, это вот 5,5 у меня получилось сантиметров. 15 рядов резиночки 1 на 1. После того, как мы связали с вами всю резинку, нам надо вывязать вот эту вот часть.
таким вот интересным узором. Я перешла на круговые спицы, потому что чулочными уже вязать будет сейчас неудобно. Ниточку синенькую мы с вами не обрываем, она нам будет еще нужна. Мы будем чередовать с вами два цвета. Один синий, второй желтый. Присоединяем нитку желтого цвета и приступаем к вязанию. Первая кромочная петля провязывается лицевой, так как у нас идет смена цвета. Далее вяжем 2 лицевые петли. Одну петлю мы снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Далее мы вяжем 3 лицевые петли. Одну петлю мы снимаем, ниточка рабочая за работой. И так повторяем. 3 лицевые петли. Одну петлю сняли, не провязывая. 3 лицевые петли. Одну петлю сняли, не провязывая. 3 лицевые петли. Одну петлю сняли, не провязывая. Итак, мы вяжем до конца. В самом конце у нас остается 3 петли. Вот мы одну петлю сняли, далее провязываем 2 лицевые и кромочная петля. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем второй ряд узора. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. И далее, вот смотрите, желтенькие петли я буду провязывать лицевыми все. Все синенькие я буду снимать, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. Все желтенькие вот я провязываю лицевыми, синенькие, которые мы снимали в прошлом ряду, мы их в этом же ряду будем также снимать, только вот рабочая ниточка перед работой. Желтенькие провязываем лицевыми. Синенькая вот у меня петля, которую мы снимали в прошлом ряду. Мы в этом ряду ее также будем снимать, только рабочая ниточка перед работой. Итак, мы вяжем ряд весь до конца самостоятельно. Второй ряд провязан. Смотрите, теперь синенькую нашу ниточку немножко поднимаем, перекручиваем ее с желтой, чтобы у нас не образовывалось сильно больших протяжек. И далее мы вяжем также желтой ниточкой еще 2 ряда. Получается, у нас каждой ниткой будет провязано по 4 ряда. Приступаем к 3-му ряду. Первая кромочная петля снимается. И 3-й ряд мы вяжем так же, как мы вязали первый ряд. 2 петли лицевыми. Вот желтые у нас идут петли. Синенькую петлю мы также будем снимать, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Далее 3 лицевые, они вот у нас идут желтого цвета. Одну петлю снять, не провязывая, рабочая ниточка за работой. 3 петли лицевыми. Одну петлю снять, рабочая ниточка за работой. Итак, мы повторяем до конца ряда. Все желтые петли мы провязываем лицевыми, синие петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. В самом конце у нас идут 2 лицевые и кромочная. 4-й ряд. Первая кромочная петля снимается. Далее вот желтые ниточки вяжем 2 лицевые. Далее у нас идет вот эта петля, которую мы снимали, не провязывая. Мы ее вяжем в 4-м ряду изнаночной. Смотрите только, чтобы у нас вот с лицевой стороны петля не была перекрученная. Далее 3 лицевые. Вот эту вот синенькую петлю, которую мы снимали, мы ее вяжем изнаночной в 4-м ряду. Петля у нас получается не перекрученная. Итак, мы продолжаем вязать 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная. Таким же образом мы с вами довязываем ряд до конца. С лицевой стороны вот таким вот образом у вас должно выглядеть ваше вязание. Смотрите, 4 ряда мы желтой ниточкой провязали. Теперь
Данные 4 ряда мы будем также вязать только ниточкой синего цвета. Берем нашу синенькую ниточку, мы ее не обрезали. И теперь будем вязать 4 ряда синей ниткой. Вяжем самостоятельно. Смотрите, резиночку и вот эту вот нашу часть во всех размерах взрослых слитков мы вяжем одинаково. Мы с вами провязали желтую полосу, синюю полосу. И еще нам надо провязать с вами желтую полосу. 4 ряда желтой ниточкой. Повторяя с 1 по 4 ряд. Встретимся, когда у нас будет провязано 3 полосы. Желтая, синяя, желтая. После того, как у нас провязано 3 дорожки, мы приступаем к вывязыванию нашего мыска. На данный момент у нас сейчас на спицах 47 петель. 15 петель я отдам на мысок. И по 16 петель у меня останется с каждого края. Распределяем на 3 спицы. Одна спица, если вы вяжете на чулочных спицах, будет идти с одного края, вторая посередине и третья со второго края. Я вот эти вот петли с одного и со второго края переодела просто вот на спицу на лес, чтобы они мне не мешались. Петли мыска я сейчас буду вместе с вами вязать. Боковые части мы на данный момент не будем вязать. Вяжем также спицами 3,5 миллиметра. Нам сейчас надо присоединить ниточку синего цвета. Но так как мы с этого края ниточку синего цвета не обрезали, берем нитку либо с середины моточка, либо со второго мотка. Я взяла нитку с середины моточка. И у нас будет далее идти синяя полоса. Первая кромочная петля снимается, не провязывая, даже тогда, когда у нас будет идти смена цвета. Это для того, чтобы у нас сохранилось количество кромочных петель именно по мыску. Далее вяжу 2 лицевые петли синим цветом, одну петлю снимаю, рабочая ниточка за работой, 3 лицевые петли. Одну петлю снимаю, рабочая ниточка за работой. Далее 3 лицевые петли. Одну петлю снимаю, рабочая ниточка за работой. Далее 2 лицевые и кромочная петля, последняя вяжется изнаночной. У нас сейчас на спице 15 петель. Переворачиваем вязание наше на изнаночную сторону и приступаем ко второму ряду. Первая кромочная петля снимается, и далее вот синие петли мы провязываем лицевыми, желтенькие петли мы снимаем не провязывая, рабочая ниточка перед работой. Синие провязываем лицевыми, желтую снимаем, не провязывая. И так до конца ряда. Третий ряд вяжем так же, как мы вязали первый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, далее вот синие петли я провязываю лицевыми, желтые петли я снимаю, рабочая ниточка за работой, не провязывая. Синие провязываю лицевыми, желтые снимаю не провязывая, рабочая ниточка за работой. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Четвертый изнаночный ряд. Первая кромочная петля снимается, далее вот синие петли я вяжу лицевыми, желтые петли я вяжу изнаночными, именно в четвертом ряду. Смотрим именно, чтобы петли наши не получились перекрученные. Синие петли я вяжу лицевыми, желтые петли я вяжу изнаночными. Синие лицевыми, желтую, которую мы снимали, я вяжу изнаночной. Последняя кромочная вяжется изнаночной петлей. Мы с вами провязали 4 ряда ниточкой синего цвета. Далее мы с вами присоединяем нитку желтого цвета. Первую кромочную петлю мы будем не провязывать лицевой, а будем постоянно снимать. Даже тогда, когда у нас будет идти смена цвета. И смотрите, далее мы с вами вяжем самостоятельно наш мысок.
Получается, вяжем по 4 ряда. 4 ряда мы вяжем с вами желтой ниточкой, 4 синей, 4 желтой, 4 синей. У нас должно получиться по 2 платочные дорожки каждого цвета. Мы с вами связали вот эту синюю полосу. Далее нам надо связать 10 полос. Последнюю желтую полосу мы будем с вами вязать вместе. И в этой полосе мы с вами будем делать убавки. Встретимся, когда свяжем вот эту вот синюю полосу. Вяжем по 4 ряда каждой ниточкой, сохраняя рисунок. Мы с вами вывязали наш мысок. И у нас, смотрите, получилось 3 дорожки. Это мы вот эту вот часть связали. Далее дорожки мыска. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Если посмотреть на готовом слитке, мы с вами вывязали вот эту вот всю часть. И нам с вами осталось только вывязать последнюю желтую полоску. Мы сейчас с вами ее вместе вывяжем. Вот так вот наше вязание выглядит по изнаночной стороне. Никаких протяжек, ничего нету. Ниточку я аккуратно поднимала в каждом лицевом ряду, перекручивая ее с рабочей нитью. Все кончики мы с вами спрячем по ходу вязания самостоятельно, любым удобным для вас способом. Синяя ниточка нам больше не нужна, я ее уже обрезала. И мы будем вязать желтой ниточкой последние 4 ряда нашего мыска. Первая кромочная петля у нас снимается, не провязывая в мыске, даже когда у нас идет смена цвета. И вот смотрите, первая петля сразу после кромочной и вторая, мы их вяжем одной лицевой петлей за верхние правые стеночки. Мы с вами сделали убавление. Далее вот нам надо одну петлю снять. Вот у нас дорожка идет из снятых петель. И далее 3 петли я вяжу лицевыми. Далее также одну петлю мы снимаем, не провязывая рабочей ниточкой за работой. Вот у нас идет дорожка из снятых петель. И далее я провяжу 3 лицевые петли. Далее также снимаю одну петлю рабочей ниточкой за работой. Первую и вторую петлю я провязываю вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Мы с вами в этом ряду убавили 2 петли. Последняя кромочная вяжется изнаночной петлей. Приступаем к вязанию второго изнаночного ряда. Первую петлю я снимаю. Далее у нас желтые петельки провязываются лицевыми. Вот у нас одна лицевая. Далее снимаем, не провязывая одну петлю. Далее мы 3 петли провязываем лицевыми. Они у нас желтого цвета. Одну петлю мы снимаем, не провязывая рабочей ниточкой перед работой. 3 лицевые. Одну снимаем, не провязывая, 1 лицевая и кромочная петля. 2 ряда мы с вами уже провязали, осталось также 2 ряда провязать. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее 1 лицевая, петлю я снимаю, следующую, не провязывая рабочей ниточкой за работой. И далее мы вот первую и вторую петлю провяжем вместе одной лицевой петлей. Далее еще 1 лицевая, следующая петля снимается, не провязывая. Следующие 2 петли я также провяжу 2 вместе одной лицевой. Лицевая далее, петля снимается, не провязывая, 1 лицевая и кромочная. Мы с вами убавили также 2 петли, но только одну здесь и одну здесь, с обоих сторон центральной дорожки. Приступаем к вязанию 4-го ряда. Первая кромочная петля снимается, далее 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая. И кромочная петля вяжется изнаночной. Желтая ниточка нам больше не нужна, мы ее также обрезаем. Потом вот эти вот 2 ниточки мы с вами также спрячем самостоятельно по изнаночной стороне. Давайте померим нашу заготовку в сантиметрах. Получается, как я уже говорила, резиночка моя вот 5,5 сантиметров. Получается, резинка вместе с вот этой вот нашей частью 8,5 сантиметров. Мысок
13 сантиметров вот до синей полосы, где мы начинали вывязывать наш мысок. Общая заготовочка наша где-то 21-21,5 сантиметра. Вы можете ориентироваться на полученные сантиметры. Размер ножки регулируется именно вот этим мыском. Данные слитки я вяжу на размер 38. После того, как мы вывяжем этот мысок, нам надо все петли по кругу добрать. И количество набранных петель будет равно количеству платочных дорожек, которых мы с вами провязали в мыске. То есть, сколько мы с вами провязали платочных дорожек в высоту, столько петель нам надо будет набрать по краю. И получается, если вам надо размер ноги побольше, значит вам надо платочных дорожек в высоту связать больше. И получится количество набранных петель по контуру получится больше у вас. Если меньше, то платочных дорожек мы с вами вяжем меньше, и количество набранных петель, которые мы будем набирать по контуру нашей заготовки, будет меньше. Именно ориентируйтесь на наш мысочек. Либо еще можно примерять на ножку. У меня вот такой манекен. Примеряем нашу заготовочку на ногу, и наш мысок должен закрывать пальчики нашей ноги. Если вам не хватает длины, с учетом того, что он еще растягивается, тогда вы вяжете на пару рядов, либо на пару таких дорожек побольше. Сейчас мы с вами должны провязать этот подъем. Поднимаем все петли. Нитка, которую мы оставляли, мы ей сейчас будем вязать. Первая кромочная петля, так как у нас смена цвета, провязывается лицевой. И далее вяжем вместе с кромочной 16 петель. Все петли мы вяжем лицевыми. Рисунок мы больше не вяжем. Если вам неудобно вязать круговыми спицами, так как это вяжу я, вы вяжете на чулочных спицах. Распределяете это все на чулочные спицы и вяжите, как вам удобно. Вот смотрите, 16 петель с этого края я провязала лицевыми петлями. Далее нам надо по мыску поднять все петли. Всего у нас здесь должно по этому краю получиться 24 петли. Если вам удобно спицы, поднимайте спицами. Если удобно крючком, поднимайте крючком. За кромочную косичку каждую петлю. Вот одна петля поднялась, вторая, третья, четвертая. Получается каждая платочная дорожка плюс одна набранная петля. И так далее мы все петли поднимаем. В итоге по этому краю у нас должно получиться, если вы вязали такие же размеры, как у меня, 24 петли. Далее мы эти все петли с крючка переснимаем на эту спицу, которой мы вязали этот край. Вот смотрите, по этому краю я все петли подняла. Далее вяжем нашу центральную часть. У нас здесь 11 петель. Все петли я вяжу лицевыми. И далее нам надо таким же образом поднять свод с этого края, также 24 петли. Сколько платочных дорожек, столько петель у вас должно получиться на спице. После того, как вы поднимете петли с этого края, мы с вами еще провяжем эти петли со второго края, 16 петель. Встретимся, когда у нас на спице будет провязано лицевыми петлями все петли, 91 петля. После того, как вы подняли все петли таким образом, у вас должно выглядеть ваше вязание. Далее нам надо с вами провязать наш подъем. И наш подъем будет состоять из 5 платочных дорожек, либо 10 рядов лицевыми петлями. Как в лицевом ряду мы вяжем лицевыми петлями, так и в изнаночных рядах мы вяжем все петли лицевыми. Приступаем к вязанию. Первая кромочная петля снимается, и далее все петли я вяжу лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Если вам неудобно вязать на круговых спицах на леске, можете все петли распределить на чулочные и вывязывать нашу деталь на чулочных спицах. Так как мне не очень удобно иногда будет вязать, я буду делать такую петельку в разных местах. Это для того, чтобы у меня спица хорошо согиналась. Таким же образом мы с вами довязываем
второй изнаночный ряд самостоятельно. Мы с вами довязали второй изнаночный ряд. Далее вот у нас идет лицевая наша сторона. Первая петля снимается, не провязывая. И далее также мы вяжем все петли лицевыми. Мы с вами довязываем третий ряд, который у нас сейчас на спицах. И нам надо связать еще 7 рядов. В итоге у нас получится связанных 10 рядов. Либо, если посчитать по платочным дорожкам, это у нас будет 5 платочных дорожек. Как в лицевом, так и в изнаночных рядах мы вяжем все петли лицевыми. Ну вот, смотрите, я связала 5 платочных дорожек. 1, 2, 3, 4, 5. Либо это 10 рядов лицевыми петлями. Как в изнаночных, так и в лицевых рядах мы вяжем все петли лицевыми. У вас должна получиться вот такая заготовочка, как и у меня. Если посмотреть на готовом слитке, мы с вами связали вот эту всю часть. Осталось нам связать подошву нашего слитка. Затем мы с вами сшиваем пяточку, и следок наш готов. Смотрите, у меня сейчас на спице 91 петля. На подошву я отдаю 13 петель. И у нас по бокам остается по 39 петель. Примерно 13 петель подошвы это отдается на любой размер взрослых слитков. Приступаем к вывязыванию нашей подошвы. Вывязывать подошву я буду ниточкой также синего цвета. Для начала мне надо провязать 39 петель вместе с кромочной. Получается, кромочная это у нас идет первая петля, далее вторая, третья, и так мы вяжем 39 петель. У меня провязано сейчас на спице 39 лицевых петель. Далее у нас идут 13 петель, это подошва. Вяжем сначала 12 петель, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая. Далее нам надо провязать 13-ю нашу петлю. Это последняя петля подошвы. И первую петлю с боковой части, у нас она 14-я петля идет, вместе одной изнаночной петлей. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую петлю мы снимаем и также вяжем, получается 12 петель. Первая у нас получилась вот кромочная. Дальше вот у нас идет 13-я наша петля, это последняя петля подошвы, и 14-я петля. Мы вяжем 2 вместе одной лицевой петлей за верхней правой стеночки. Переворачиваем вязание на лицевую сторону и также вяжем 12 петель. Далее вот смотрите, у нас уже образовался промежуток между 13 нашей петлей, последняя петля подошвы, и следующей 14 петлей. У нас это идет вот лицевая сторона. На лицевой стороне мы всегда вот нашу 13-ю петлю и 14-ю провязываем изнаночной петлей. Там, где мы вяжем по изнаночной стороне, мы 13-ю и 14-ю петлю всегда вяжем одной лицевой петлей. Так как у нас идет лицевая сторона, мы эти 2 петли вяжем изнаночной петлей. Переворачиваем наше вязание на изнаночную сторону и провязываем 12 петель. 12 петель я провязала, далее у меня идет 13-я петля, и я вяжу 13-ю и 14-ю петлю, так как это у нас изнаночная наша сторона, одной лицевой петлей за правой верхней стеночки. Итак, смотрите, мы будем провязывать в каждом лицевом ряду. Мы 13 и 14 петлю вяжем одной изнаночной петлей. В каждом изнаночном ряду мы также вяжем 13 и 14 петлю одной лицевой петлей. Вяжем до тех пор, пока у нас вот здесь вот в самом конце с 2 сторон не останется по 5 петель. Вяжем самостоятельно с
Встретимся, когда у нас с каждой стороны наших следков останется по 5 петель с одной стороны и с другой стороны. Ну вот, смотрите, я довязала мою подошву, убавляя с каждой стороны по одной петле. У меня сейчас на каждой спице вот с одной стороны осталось 5 петель. И вот здесь вот с другой стороны вот это петли подошвы, а здесь вот 5 петель. Мы сейчас с вами будем убавлять петли не только боковые, но и петли подошвы. Сейчас у нас идет лицевая сторона наша. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее я петли все вяжу лицевыми, не довязывая до 3 петель в конце подошвы. У меня сейчас на спице осталось 3 петли моей подошвы. Я вот первую, вторую петлю провязываю одной лицевой петлей. И вот эта вот 13-я последняя петля со следующей петлей провязываю одной изнаночной петлей, так как это у нас идет лицевая наша сторона. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону и провязываю все петли лицевыми, не довязывая до конца моей подошвы 3 петли. У меня сейчас на спице осталось вот 3 петли подошвы. Я первую и вторую петлю провязываю одной лицевой петлей. Последняя петля подошвы и следующая боковая петля провязываю одной лицевой петлей, так как это у нас изнаночная наша сторона. Также мы с вами вяжем следующий ряд. Вяжем все петли лицевыми, не довязывая до 3 петель в конце подошвы. Вот у меня осталось 3 петли. Первую и вторую петлю я провязываю одной лицевой. Последнюю петлю подошвы и следующую петлю одной изнаночной. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону и также вяжу все петли лицевыми, не довязывая 3 петель до конца подошвы. У меня сейчас на спице вот 3 петли подошвы. Первую, вторую петлю одной лицевой вяжу. Последняя петля подошвы и следующая петля одной лицевой также. И таким же образом мы с вами будем удалять петли далее. Я убавила все боковые петли. И у меня сейчас на спице осталось 3 петли. Это все 3 петли подошвы. Боковых петель у нас больше не осталось. Первую петлю мы снимаем. Вторую и третью петлю я провязываю вместе одной лицевой. И первую петлю набрасываю на вторую. У нас с вами сейчас получилась 1 петля. Вот таким вот образом выглядит наш следок. Далее мы кончик отрываем побольше, чтобы нам кончиком этим сшить вот этот вот шов. Просовываем в петлю и петлю затягиваем. Далее в иглу вставляем вот эту нитку и будем сшивать этой ниточкой наш следок. Сшиваем не за кромочную вот эту косичку, а сразу за кромочной косичкой вот идут дужки от платочной дорожки. Мы за эти дужки сшиваем наш шов. Вдеваем иглу снизу вверх с одной стороны. И также вот идет наша первая платочная дорожка с другой стороны. В следующую платочную дорожку вводим иглу, сшиваем с одной стороны. И также вот идет вторая платочная дорожка по этой стороне, с другой стороны сшиваем. И таким же образом мы сшиваем весь шов. Смотрите только аккуратно, чтобы вот эти вот желтые полосы у нас совпадали. Смотрите, я вот шила, пока у меня и шли платочные дорожки. Далее у нас идет резиночка, и резиночку мы сшиваем таким же образом. Вот за дужки вот эти вот, которые идут сразу за кромочной косичкой. Вдеваем иголочку с одной стороны снизу вверх и с другой стороны. Смотрите только, чтобы шов наш равномерно шел. Дошиваем шов до самого конца, закрепляем ниточку с изнаночной стороны самостоятельно. После того, как мы сшили наши следки, спрятали все кончики по изнаночной стороне, у нас такие 2 шикарные следка получились.
Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.